Привет! Сегодня я представляю вам новый формат проекта Парикмахер ТВ. Я представлю несколько рубрик, которые буду культивировать от видео к видео, наполняя их неким смыслом. Что из этого получится, конечно, зависит от вас, а для того, чтобы много воды не наливать, в этом видео и так будет много воды и много информации не по существу, приступаем. Техники и цвет волос. Техники и цвет волос. Вы сходу представляете, наверное, вот это или вот это. А я вам хочу показать вот это. И сразу вопрос. Эту работу можно определить в рубрику про техники и цвет волос? Или техники и цвет волос это что? Балаяж, амбре, ретач, да? Да? Сложно, там, где долго, там, где там часами, да? Или вот эту работу, еще раз, мы можем определить в эту рубрику. Почему я спрашиваю? Я эту работу отнес в рубрику арт. Но это же про цвет, это же работа про цвет, да? Да, здесь же есть цвет. Да, а человек, который выводит вот эти вот все рисунки, он же делает это согласно определенному подходу, согласно, возможно, определенной технике, да, так эту работу мы можем определить в категорию техники и цвет волос. Да я просто хочу раздвинуть вот этот вот привычный стереотип, чуть-чуть вот расширить рамки привычного шаблона. Эта работа помещается в технике и цвет волос или нет? Пожалуйста, еще раз в комментариях оставьте свое мнение, в какую сторону развивать эту тему. Эта тема будет постоянной на проекте Парикмахер ТВ. Этой темой я хочу наполнять, работами на эту тему я хочу наполнять каждый выпуск на проекте Парикмахер ТВ. Да, почему? Потому что это неотъемлемая часть моей жизни, и мне очень хочется жить тем, что мне нравится, из выпуска к выпуску к этой теме прикасаясь. Да? Да. Идем дальше. Дамы и господа, этого стилиста вы запомнили, как только увидели. Дамы и господа, этого стилиста нужно знать в лицо. Все верно, в этой рубрике я буду вас знакомить с человеком, которого я нашел в Инстаграм, работами которого я вдохновился, и, возможно, для вас откроем новый ориентир человека, которым вы будете вдохновляться каждый день, его работы будут вас вдохновлять на что-то новое, его клиенты будут вас подначивать, его образы будут вас задевать, и в конце концов это приведет к тому, что вы станете целеустремленным, ежедневно добивающимся успехов, творческим, по-настоящему интересным, мастером, у которого невероятное количество клиентов. Да. Хорошо сказал. Расскажу про девочку, чей инстаграм имеет 755 тысяч подписчиков, ее фоточки набирают по 10, 20 и 30 тысяч лайков. Я не глубоко нырнул в ее инсту, но реально вдохновился. Чем мне нравится ее инстаграм? В ее инстаграм мало девственниц, с волосами девственного 7 уровня глубины тона. В ее инстаграм, на мой взгляд, разные, не вылизанные, не фотошопленные девочки, в глазах которых читается жизнь, фоточки не постановочные, цвет волос интересный, а окрашивание отработано не всегда на длинных волосах. Ее инстаграм вдохновил меня количеством подписчиков, ее инстаграм вдохновил меня количеством лайков, и меня вдохновил ее инстаграм жизнью. Настоящими девочками, в глазах которых читается энергия. Да, почему? Потому что хотим мы или нет, но в наших инстаграм очень часто, очень много девочек, которые, ты смотришь, вроде красивая, но такое ощущение, как будто она вот или уже умерла, или сейчас умрет. А мы идем дальше. Обучайся, меняй мышление, повышай статус. Школы и академии, на которые вы обратили внимание. Проект Парикмахер ТВ, тот формат, который вы видите прямо сейчас, он будет наполняться тем, что вы присылаете на проект. Да, в описании видео я оставлю ссылку на мой WhatsApp, вы можете закинуть любую новость. Я ее, конечно, взвешу, с разных сторон на нее посмотрю, и если она достойна того, чтобы вот прям вот о ней рассказать, не стесняясь, с самозабвением, вот по-настоящему, с блеском в глазах, эта новость выйдет на проекте Парикмахер ТВ, вас укажу как автора, и так оно и потечет. Сегодня же про школу, которая зацепила меня. Конечно, это Expression. Expression, oh my god. Bastardos. Leaders are very, very rare. Expressions are leaders. These guys are unique.
Я смотрю за большим количеством школ, сейчас самое время вот проявиться, все школы вот проявились во всей своей красе, потенциал каждый виден, ориентиры заданы, да, время, в котором мы живем прямо сейчас, оно расставляет приоритеты, сразу видно, кто на какой рынок ориентирован, кто где что подешевле, кто для кого, кто скидка, кто онлайн, кто какие-то обещания, кто какое-то вдохновение, каждый спасается как может. Чем же мне понравилась школа, о которой я говорю? Прежде всего международным разгоном. Мне очень нравятся стратегии тех школ, которые выставляют свой продукт на международный рынок. При этом, при всем, я считаю, что наши парикмахеры самые лучшие. Проблема в том, что нас почему-то не покупают. Если покупают, то, мы разговариваем на том языке, который вот непонятен. Непонятен мастерам всего мира. А те школы, которые продаются в мир, они, как правило, продаются тем, кто разговаривает на русском языке. Так вот, это неплохо, но сегодня хотелось бы поговорить о тех, кто продается в мире на понятном языке для мира, при этом продается недешево, несмотря на ситуацию, в которой мы оказались, при этом действительно продается, набирая группы, при этом продается, набирая большие группы. Я с этой школой знаком, я к их творчеству отношусь никак. А почему? Потому что я считаю, что их творчество попадает в определение молекулярной кухни. Да, все знают, что такая кухня есть. Некоторые из вас, возможно, к этой кухне имели какое-то отношение, когда-то где-то что-то попробовали, но так или иначе мы предпочитаем традиционную кухню, а к этой относимся просто как к высокой моде. Да? Существует мода от кутюр, существует мода пret-à-porter, мы носим то, что мы носим, а то, что показывают там, что вроде к нам не имеет никакого отношения, зачем-то надо, этим можно вдохновиться, на это можно посмотреть. Но непонятно. Вот то же самое для меня это expression. Они делают что-то, что понятно только тогда, когда ты это перечесываешь, или смотришь на это под определенным углом, или непонятно. Но вот это непонятное люди покупают. Давайте паузу. Кто делает пиксельное окрашивание? Серьезно, вот у меня нет таких клиентов. Сейчас, конечно, Сейчас я вообще не работаю, но даже когда ситуация была попроще, я работал уже с теми людьми, которые в обществе играют определенную роль. Да, и в этом сегменте нет пиксельного окрашивания, в этом сегменте, в принципе, все по-другому. В этом сегменте у моих клиентов даже нет Инстаграм. Вот я, например, не отношу себя к числу потребителей вот такого вот продукта. Но кто-то же из вас покупает пиксельное окрашивание, у кого-то же есть клиенты, которые покупают пиксельное окрашивание, кто-то же к этому относится как к чему-то там вау, да? Да, так вот я отдаю дань должного сегодня Академии Expression, команде Expression за то, что они из года в год делают, за то, что они в этом совершенствуются, несмотря ни на что, за то, что вот этот, на мой взгляд, непродаваемый продукт, так или иначе, они умудряются продавать дорого, и при этом, при всем, у них это получается продавать на весь мир. Для меня эта команда всегда будет неким эталоном, на стратегии которой, да, на стратегии этой команды мне хочется обращать внимание, мне хочется разбираться в их успехе, я это делаю, мне хочется понимать, как у них это получается, и при этом, при всем, я считаю, что это не салонный продукт, продукт для мастера, чей запрос уже изысканный, для мастера, который в этой жизни попробовал все, ему хочется улететь в космос. Это не машина, это не Феррари, не Ламборгини. Я считаю, что это продукт ракета, которая летит далеко в космос. Возможно, кому-то нужно лунное путешествие. Так давно, кстати, они вот выпустили коллекцию, которую вот я прямо сейчас презентую. Эту коллекцию они выпустили, не задумываясь о том, что придет кризис. Они просто разгоняли свое творчество, и это все совпало. Или случился кризис, они не растерялись и выпустили то, что уместно было преподнести в виде чего-то нового, вдохновляющего, на что они собрали большое количество людей на обучение. Вот как вы думаете? В этом месте я всегда буду говорить про какую-то академию. А какой академии будет история следующего раза, зависит, конечно, от вас. Присылайте мне на WhatsApp тех, о ком стоит поговорить. Парики,
парики. Я выбираю эту тему любимой для себя. Почему? Потому что то проявление, тот цвет, то сочетание цветов, которое я вижу на париках, я не вижу в мире парикмахерского искусства наших стран. Я не то, что не вижу, сфокусируйте. Так, я же недалекий. Да, я поэтому не вижу. Возможно, большое количество мастеров уже работает с париками, но мне видится это направление как трендовое направление. И тот, кто в это направление сейчас вовремя нырнет, мне кажется, он и победит. Вы знаете, тот мир, в котором мы находимся, он прекрасен. Я не рискну, наверное, конфликтовать с существующими порядками, но мне непонятно, для чего мы с таким упоением делаем какие-то эти невероятные прически. Да, собираем там низкий пучок, прическа на выпускной, прическу там еще на черт знает, на какой-то праздник, на корпоратив. Почему не предложить клиенту классный парик? Да, я считаю, что это тренд. Я нашел такую фотографию, посмотрите на сочетание цветов. Это же невозможно сделать на натуральных волосах. Окей, спокойно. Это можно сделать на натуральных волосах, и не только на натуральных. Это, в принципе, можно сделать, на это можно положить час, день, 5 часов жизни. Сначала осветлить волосы, обесцветить волосы, убить, вылечить, положить цвет, он смоется, дать что-то, что поддержит цвет, потом сделать там... Нахрена? Сейчас без обид. Еще раз, я же просто недалекий, поэтому я рассуждаю так недалеко. Конечно же, у вас есть ответ нахрена, но у меня вопрос. Да, для недалеких можете ответить, нахрена все это делать, когда можно просто взять, одеть такую красоту на голову и... Да? Нет? Я эту тему буду поднимать. Я вам больше скажу, я это уже аккуратно поднимал. Очень большое количество париков проявлено в драг-культуре, к которой мы не имеем никакого отношения. Я буду отстаивать эту тему изо дня, из выпуска к выпуску, показывая вам то, как бывает. И надеюсь, какой-то день кто-то из вас, вместо того, чтобы уродовать клиента, в хорошем смысле сейчас говорю, прической, да, делать что-то невероятное, предложит ему одеть на голову парик. Подождите, посмотрите, как бывает. Я ссылку на этот инстаграм оставлю в описании к видео. Там много трансформаций. Все это имеет отношение к парикам. Еще раз, это не популяризация того мира, к которому относится наш герой. А мы идем дальше. Формы и линии среза. Что вдохновило вас на этой неделе? Формы и линии среза. Эта рубрика будет посвящена тем, кто оттачивает свое мастерство изо дня в день, выводя линию. И вопрос. Кто эти люди? О ком рассказать? То, что такая рубрика будет на проекте Парикмахер ТВ, вы теперь знаете. О ком рассказать, я вас прошу, пожалуйста, напишите, я расскажу. А мы идем дальше. Локально. Работа на сцене. Работа на сцене сейчас не касается никого, но я развиваю новый формат на проекте Парикмахер ТВ, мне действительно хочется качественной трансформации, вследствие этого я завожу эту тему, и из выпуска к выпуску я буду к ней обращаться, даже если к сцене мы не вернемся долго. Даже если это случится в следующем году, я хочу рассказывать о тех событиях, которые имеют отношение к чему-то локальному. Мне очень хочется рассказывать о тех мастерах, которые работают на сцене. Исходя из этого... Да, кстати, недавно зашел к Спартаку в Инстаграм, увидел, что не будет осознанных действий, я сожалею. Мне кажется, что большие мероприятия, которые собирают большое количество парикмахеров, это охеренно ресурсное действие, и даже если мир поменяется, я думаю, что... Надеюсь, что будет сформирован какой-то формат, который позволит собираться мастерам в одном месте. Энергетика больших мероприятий не заменит собой ничто. Онлайн он без души. Да, это мое мнение, я могу ошибаться. Но именно вследствие той ситуации, в которой мы оказались, я считаю, что уместно эту тему развивать, уместно о ней говорить. И сегодня я говорю вам о этом мастере, чьи работы меня вдохновили. И сейчас скептики во все голоса должны сказать: подожди, это же не волосы. А я вам говорю следующее: да, это не волосы, но это красиво, это вдохновляет, это имеет место быть, это офигенно, как вам сказать, работа на сцене, а я к этому имею отношение, имел раньше.
Это не работа для журнала. Да, если для журнала мы оттачиваем форму, там боремся за линию цвета, за проявление там оттенков, там полутонов, тонов, то работа на сцене, она должна нести в себе проявление крупных элементов, и в том числе цвета. Она должна эпатировать, она должна вдохновлять, она должна вызывать у вас желание с этим сфотографироваться, рассказать об этом в салоне красоты, вернуться в свой салон, рассказать об этом клиенту. Она должна заставить вас захотеть вернуться на это мероприятие. Работа на сцене – это другое. Да, этим людям и проявлению их творчества на сцене я посвящаю вот эту рубрику. Сегодня знакомлю вас вот с этим человеком. При этом, при всем, мне кажется, что вся деятельность этого стилиста сфокусирована именно на вот такое проявление. Его Инстаграм, он не Инстаграм типичного парикмахера, он вот хотя бы на это видео посмотрите. Это же какие-то вот... Что это за элементы? Но это же офигенно красиво, да. Исходя из этого, новая рубрика на проекте Парикмахер ТВ, работа на сцене, и всем, кто к этому жанру имеет отношение, я вас хочу рассказать. Напишите мне, покажите, как это было в вашей жизни, как это, возможно, еще и случится в вашей жизни, и дайте сделать все, дайте, пожалуйста, мне возможность рассказать о вас аудитории проекта Парикмахер ТВ. Никто не знает, к чему это приведет, но мне очень хочется это сделать. Да, мы идем дальше. Чистый арт. Чистый арт на проекте Парикмахер ТВ. В этой рубрике нужно, наверное, показывать вот это. Но я бы хотел о вот этой работе, извините, что я ее массирую и так много о ней говорю, я бы хотел о этой работе рассказывать в рубрике про техники цвета. Я бы хотел в этой рубрике рассказывать о том, что к волосам имеет отношение, но неприменимо, вот на 100% неприменимо в салоне красоты. Что это может быть? Это может быть вот такое проявление, или вот такое проявление, или вот такое проявление, или вот такое проявление. Может же быть, да. Это же имеет отношение, окей, косвенное, это же имеет косвенное отношение к парикмахерскому миру, да. Но мы об этом не говорим. Мы от этого даже не отталкиваемся. Но, на мой взгляд, это офигенно круто, на мой взгляд, это очень вдохновляет, и, на мой взгляд, это очень ресурсно. На мой взгляд, от этого можно оттолкнуться и попытаться разобраться как минимум в том, что движет этим мастером, насколько это применимо, и меркантильный вопрос, где здесь деньги, какая здесь может быть монетизация. Да, но этого много, люди этим живут, и это же образ мышления. Даже вот у меня не помещается, например, следующее. Я утром просыпаюсь и такой, сделаю вот маску. Что? Что меня подтолкнуло сделать подобное? Что меня вдохновило? Окей, я сделаю эту маску, где я покажу ее. На что я рассчитываю? Я это делаю для кого? Для себя? Или я это делаю во имя там лайков, во имя там чего? Но это же прекрасный мир. Я к этому миру не отношусь. Я же прямо мыслящий, такой недалекий, малочитающий, не путешествующий. Я даже не типичный парикмахер. Я еще ниже, чем вот... Короче, я вообще нахер. А тут вот мир, который вот в мой мозг, он не помещается. Но очень хочется разобраться, очень хочется с этим миром знакомиться. Да, и вводя эту рубрику, я ввожу ее для того, чтобы те, у кого есть запрос на подобное, делился со мной увиденным. Поделитесь со мной, если вы сталкиваетесь с этим, если вы на это ориентированы, поделитесь со мной, пожалуйста, пришлите на мой WhatsApp ссылку на тот источник, который вас вдохновляет, и я постараюсь об этом рассказать. Хрен с ним, если не получится рассказать, я хотя бы это покажу. Да, но мне бы хотелось, чтобы проект Парикмахер ТВ, он был как хороший автосалон. Да, чтобы машины были разные. Кто-то приходит за скоростным автомобилем, а кто-то приходит за автомобилем, который наполнит его жизнь комфортом. Мне бы хотелось, чтобы та площадка, которая существует уже не первый год, чтобы она развивалась всесторонне. Да, и рубрика «Арт», на мой взгляд, это рубрика для того, чтобы непростые вещи, не характерные, и, возможно, даже
образы, которые невозможно повторить, но которым есть место быть, образы, которыми мы вдохновляемся, чтобы эти образы на этой площадке появились, и чтобы это, в свою очередь, послужило многим из вас ресурсом для того, чтобы построить что-то новое, для того, чтобы реализовать что-то новое в вашем салоне красоты или в вашей жизни. Ок, да, поэтому, если у вас есть желание поделиться чем-то нестандартным, повторяюсь, присылайте мне это все на WhatsApp, и я об этом постараюсь рассказать. А может быть, вы это все сможете сопроводить неким текстом, и я бы смог пересказать. Подождите, а может быть, вы мне запишете видео? Не мне. Может быть, вы запишете видео о человеке, который вас вдохновляет? Да, постарайтесь уложить там мне это все в небольшой отрезок времени, ну там до минуты, например. Может быть, я покажу человека, историю, о котором мы сможем услышать от вас. А пока идем дальше. Обзор изданий, пабликов и хабов. Обзор изданий, пабликов и хабов. Да, сегодня я знакомлю вас с новым форматом проекта Парикмахер ТВ. Я постараюсь придерживаться этой линии, возможно, какие-то отклонения. Конечно, все будет несовершенно, все как вам не нравится, но так или иначе мне хочется рассказывать о тех изданиях, которые развивают парикмахерский мир, о пабликах, о сообществах, о инстаграм-аккаунтах. И я в одном из выпусков проекта Парикмахер ТВ уже к этому миру прикоснулся. Я вам показал обложку британского Vogue, она меня вдохновила бесконечно. Я никогда не думал, что настолько взрослые люди могут проявляться на обложках. Но там был Total Blonde, и с этим тяжело спорить, это было прекрасно. Я понимаю, что в старости есть перспектива. Да, я же тоже, я взрослею, и, возможно, когда-нибудь почему бы нет, на каком-нибудь, на обложке какого-нибудь журнала, пусть даже там сам издата, да, я не претендую на какой-то там, но кто-то, возможно, когда-то, где-то, да, я бы был не против. Взрослый, в складках, загоняюсь, согласен. Но так или иначе, в этой рубрике мне очень хочется рассказывать о тех, кто развивает парикмахерский мир, проявляя лучших парикмахеров. Я подписан на большое количество аккаунтов, я вижу хабы, куда вы можете прислать свою работу, и имея большое сообщество, эта работа набирает большое количество внимания, к вам в Инстаграм переходят, на вас подписываются. Я хочу рассказывать о тех, кто развивает парикмахерский мир. О ком я расскажу в следующем видео, зависит, конечно, от вас. Напишите мне ссылку, возможно, кто-то из вас уже где-то публиковался, да, возможно, кого-то из вас где-то проявили, и благодаря этому ваша карьера стала выше, быстрее, жизнь с этого дня стала интересней, возможно, благодаря этому расширился ваш кругозор, и вы приобрели некие преференции от подобной коллаборации. Так вот, о чем рассказать зависит, конечно, только от вас, но я эту рубрику на проекте Парикмахер ТВ ввожу, и она будет постоянно. Получилось. В этой рубрике я буду делиться с вами тем, что у меня получилось. Сегодня покажу вам то, что у меня получилось отснять в момент подготовки мастер-класса Юлии Воронцовой. Да, меня вдохновило количество людей. Юля, я с вами не знаком, я зашел в ваш Инстаграм, капец, вы реально крутая. Меня в тот момент, когда я это снимал, меня вдохновило большое количество людей, которые собрались на ваш мастер-класс, и у меня получилось снять маленький эпизод подготовки к мастер-классу. Сегодня этим делюсь, и... 1, 2, 1, 2. Don't stop. I'm on fire. 1, 2, 1, 2. I love you. No. 1, 2, 1, 2. Don't stop. I'm on fire. 1, 2, 1, 2. I love you. One, two, three, no. Да,
Я ни в коем случае не сомневаюсь, что вы потрясающий мастер, но, на мой взгляд, помимо этого, вы еще и просто красивая. Что, где и сколько стоит. Что, где и сколько стоит, и дай бог нам не превратиться в барахолку, но очень любопытно, сколько сейчас стоит обучение. Я, например, зашел в Инстаграм Игоря Хонина, увидел, сколько стоит его обучение онлайн. Я зашел в Инстаграм Дорофеева, увидел, сколько стоит ее онлайн-обучение. Я не могу дать этому оценку, но мне было очень интересно. Вследствие этого, если вы образовательная структура, если вы проводите семинары, мастер-классы, если вы планируете свою деятельность хотя бы там на несколько шагов вперед, если мероприятие, о котором вы хотите рассказать аудитории, состоится не завтра, а там, возможно, послезавтра или там через неделю или там через месяц, пришлите мне, пожалуйста, информацию о вашем событии, я с большим удовольствием расскажу о том, что планируется в вашем бизнесе. Да, вот такое простое предложение. Все, что имеет отношение к образовательным системам, вся информация, которая важна для вас, пожалуйста, пришлите мне на WhatsApp. Я расскажу о вас. Да, эта рубрика посвящена всему, что развивает рынок индустрии красоты. Эта рубрика посвящена всему, что имеет вес и цену. Исходя из этого, все увиденное вами в этой рубрике вот-вот должно состояться, и оно должно иметь определенную цену. Что, где и сколько стоит, именно об этом. Без комментариев. Фото, видео и тексты. Все, что хотите показать и что мы получили от вас, на WhatsApp. Без комментариев. Это рубрика, в которой нет никаких ограничений. Это минута славы для любого парикмахера. Я постараюсь в эту рубрику размещать сюжеты длиной там примерно 15, ну максимум 30 секунд, для того, чтобы вы не уставали. Но в этой рубрике я размещаю только то, что вызвало интерес как минимум у вас. Именно благодаря этому вы этим захотели поделиться. Это вы прислали мне на WhatsApp, вследствие чего оно залетело на проект Парикмахер ТВ. Да, здесь будет то, что и неприменимо, и удивительно, и то, что может вызывать осуждение, и то, что вызывает любопытство. Здесь все, что вот как минимум я не готов комментировать, а если даже мне этого делать и хочется, я этого делать не буду. Это то, что позволяет миру парикмахерского искусства быть безрассудным и многогранным одновременно. Рубрика «Без комментариев» открыта для того, что вдохновляет вас. Пожалуйста, еще раз повторяюсь, присылайте все вами увиденное на WhatsApp, и оно обязательно выйдет на проекте Парикмахер ТВ. Да, еще есть вот такой канал взаимодействия. Вы можете отметить просто проект Парикмахер ТВ. Можете отметить Инстаграм Парикмахер ТВ под своей публикацией, я это обязательно увижу, я это все отслеживаю, и все это обязательно выйдет на проекте Парикмахер ТВ. Без комментариев. Рубрика «Во имя вас». По традиции, которая еще не существовала на проекте Парикмахер ТВ, прошу под видео поставить плюс, а если это видео было вообще ни о чем, под видео ставим минус, а если хотите насыпать мне по полной и повлиять на создание проекта, улучшить его или в чем-то меня ограничить, пожалуйста, вступайте в сообщество критиков, я вам буду искренне рад. Все, увидимся через несколько дней, а для того, чтобы не пропустить новый выпуск, ставьте что? Нажмите на колокольчик и подпишитесь на канал. Никогда этого раньше не говорил. Сейчас потихоньку пытаюсь на это обратить ваше внимание. Ну такое. Все, увидимся через пару дней. Пока.